Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что двигатель этого Chevy Capo Camaro настолько большой, что это незаконно. До недавнего времени мощные авто не были известны как экономичный и экологически чистый вариант. Вместо этого они характеризовались грубой мощью. И большая часть этой мощности исходила от большого, прожорливого двигателя, урчащего под капотом автомобиля длиной в милю. Несмотря на то, что несколько крупных производителей производят и продвигают более экологичные варианты, мощные авто старой школы по-прежнему пользуются огромной популярностью. Рэнди Болик из Chevy Hardcore – один из тех энтузиастов мощных авто старой школы. Он довольно кратко изложил свои чувства и чувства многих других людей в статье, в которой он написал о том, почему электромобили не для него. Подводя итог своей любви к классическим автомобилям и своей неприязни к тому, куда движется автомобильная промышленность, Болик говорит: «Мне нравится слушать воющий V8 на полную мощность. Мне нравится тот факт, что вождение классики – это опыт, а не просто то, что нужно сделать, чтобы приступить к работе. Короче говоря, мне нравятся старые автомобили. Тем не менее, я не поклонник того, чем, по мнению автопроизводителей, должна стать автомобильная промышленность – аккумуляторными батареями. Хотя в ближайшие несколько десятилетий электромобили станут нормой для транспортных средств, энтузиастам не стоит слишком беспокоиться. Наряду с классикой, которая все еще существует, бензиновые бегемоты все еще сходят с конвейера и будут продолжать делать это в обозримом будущем. В дополнение к стандартным моделям, некоторые производители, такие как Chevrolet, все еще раздвигают границы нефтяной энергии. На самом деле, производитель из Motor City выпустил автомобиль с настолько большим двигателем, что вам не разрешается брать его с собой в дорогу. Самый большой в мире двигатель легкового автомобиля в обычном мире 6,5-литровый двигатель считается довольно большим. Chevrolet решил выйти далеко за рамки этого и втиснул что-то близкое к тому, что вы найдете в передней части своего Capo Camaro 2022 года, тянущего полуприцеп. В нынешнем виде невероятный безнадувный 9,4-литровый двигатель V8 Capo является самым большим из тех, что вы увидите на серийных легковых автомобилях. Однако размер не обязательно влияет на производительность. Несмотря на огромный объем цилиндров, 9,4-литровый двигатель Capo Camaro выдает всего около 430 лошадиных сил. Если вы ищете сырое ворчание, выбор в пользу немного меньшего 5,7-литрового Capo Camaro даст вам дополнительные 130 лошадиных сил, частично из-за эффективности, а частично из-за нагнетателя, к которому прикреплен 5,7-литровый двигатель. Меньший двигатель устанавливается на маленькую блочную платформу Chevy, в то время как более крупный вариант устанавливается на большую блочную платформу, аналогичную той, что компания устанавливала на свои автомобили еще в 1960-х годах, эпохи, которая, возможно, была золотым веком мощных авто. Если 9,4 литра все еще кажутся вам слишком маленькими, и у вас есть средства, чтобы найти и установить еще больший двигатель, у вас есть возможность купить Capo Camaro на катящемся шасси. 9,4-литровый Capo Camaro, безусловно, станет предметом обсуждения в любом гараже, но он не дешев. Если вы хотите купить один новый, вы можете рассчитывать на то, что заплатите не менее $105 тысяч через Chevrolet. Как и другие модели Capo Camaro, 9,4-литровая версия оснащена облегченным капотом из углеродного волокна и возможностью установки парашюта для дрэг-рейсинга. Но, несмотря на дополнительные возможности, зверь с большим двигателем может быть наименее практичным автомобилем,
на который вы могли бы потратить шестизначную сумму, по одной важной причине. Вы не можете взять 9,4-литровый Капо Камаро в дорогу, вы можете использовать более быстрые, более дорогие версии Капо Камаро с меньшим двигателем в качестве ежедневного водителя и не испытывать никаких проблем, кроме того факта, что парашют занимает ценное место в багажнике, а каркас безопасности ограничивает количество пассажиров, которых вы можете влезть в кабину. Вариант с большим двигателем не имеет такой роскоши. Как объясняет Motor Illustrated, 9,4-литровая версия не предназначена для улицы и не имеет идентификационного номера автомобиля VIN. Его нельзя зарегистрировать, застраховать, как обычный автомобиль, и нельзя ездить по дорогам общего пользования, пока не появится полиция и не обвинит человека, управляющего электростанцией без номерных знаков, в целом ряде правонарушений. Вместо этого 9,4-литровый Капо Камаро является естественной средой обитания и единственным местом, где вы можете взять его, не нарушая закона. Это трек или дрэг-стрип. Затем вы можете задаться вопросом, почему Chevy потрудилась построить 9,4-литровую версию автомобиля, которая менее экономична, предлагает худшие характеристики и менее практична, чем другие версии того же автомобиля. Мы тоже, и на ум приходит только один ответ, потому что может. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.